Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан одновременно удивлен и очень рад этому празднику. Все один за другим желают Дилану всего наилучшего и поздравляют его с днем рождения. Затем Дилан подходит к Берану, держит его за руку и говорит: «Спасибо всем вам за то, что подарили мне такой прекрасный момент». Баран говорит: «Вы заслуживаете самого лучшего счастья, с днем рождения, моя прекрасная жена». Когда Джавахир звонит Хасану, Хасан тут же прячется в углу и спрашивает, что случилось. На вопрос Джавахира, будет ли письмо, Хасан говорит, что письма нет, у всех здесь хорошее настроение, они празднуют день рождения Дилана. Джавахир дает инструкции: «Я знаю, как испортить им веселье. Найдите это письмо и убедитесь, что Баран его увидит». Пока Харун смотрит на печенье Ясмин приходит и спрашивает, не так ли оно плохо. Харун вежлив и говорит, что это приятно. Когда Харун говорит «так же, как ты», Ясмин спрашивает, как это, и она отвечает: «Харун, она необыкновенная, как и ты». Когда Ясмин говорит «давайте отдадим это птицам», Харун соглашается, но когда Ясмин уходит, он говорит: «Я съем это, даже если оно соленое», и оставляет немного себе, говоря: «В конце концов, это была не твоя рука». Дилан задувает торт, и все ей аплодируют. Затем Беран спрашивает: «Какое желание ты загадал?» Дилан смотрит Барану в глаза и говорит: «Мое желание уже сбылось». Пока они с Бараном разрезали торт, они разрезали его с края, когда Баран сказал: «Давай не расставаться, даже если он на фото». Хасан немедленно принимает меры, чтобы найти письмо. В тот момент, когда Джихан выходит в сад поговорить со своим другом, Хасан пугается и прячется. Как только Джихан вошел, он пытается войти снова. Сельма расстроена тем, что Харун ушел, не позвонив ей. Ясмин рассказала мне, что пошла раздавать еду нуждающимся, но постарается отправить ее обратно, если она придет поздно. Сельма звонит Харуну, чтобы узнать, вернется ли он, но когда Харун не отвечает на звонок, она приходит в магазин, пока я думаю о том, чтобы пойти. Пока все едят торт, входит Джихан. Разговаривая с Гэжу и Дилан Сабиха, она говорит, что сегодня вечером я словно родилась заново, потому что это мой первый день рождения с вами. Госпожа Сабиха говорит, что на самом деле это не первый раз, и рассказывает, что когда ты был очень маленьким, мы пекли тебе небольшой торт и праздновали его вместе, прежде чем твой отец забрал тебя у меня. Каждый раз, когда наступает твой день рождения, мне становится очень грустно и грустно. Хотелось бы, чтобы этот день прошел как можно скорее, но я не хочу, чтобы он проходил больше, потому что мы будем праздновать его вместе, и я не могу дождаться этого дня. Приходить. Когда Беран подходит к Дилану, думая, что что-то его беспокоит, Дилан объясняет, что они говорили о старых временах. Затем Беран приглашает Дилана на танец. Пока Дилан танцует, она говорит: «Я думаю, тебе следует стать актером». Беран спрашивает, почему. Когда Дилан говорит: «Послушай, ты вел себя так естественно, когда сделал этот сюрприз, что я вообще об этом не подозревал», Беран говорит: «Это не игра заставила меня сделать это моя любовь к тебе, с этого момента. Мы будем праздновать с нашими детьми, мы всегда будем такими счастливыми». Затем Ферат приглашает Гуль на танец, и пока наши пары танцуют глаза в глаза, Баран время от времени ласкает живот Дилан и любит ее. Хасан входит в кабинет и повсюду ищет письмо, находит его на столе и, услышав звук, кладет его в карман и выбегает. Гуль и Ферат пришли в кабинет, чтобы забрать подарки Дилана, и когда Гуль увидела подарки, она сказала, что всегда восхищалась ими, когда была маленькой, но никогда не могла их отпраздновать. Ферат говорит: «Не волнуйтесь, после этого мы будем очень счастливы». Когда Сельма упрямо ждет Харуна, несмотря на то, что за нее проголосовали, Харун больше не может найти оправданий. Дилан, Беран и все, кто присутствовал на вечеринке по случаю дня рождения, приходят один за другим. Когда они приходят к дяде Ахмету, дядя Ахмед, как всегда, дает много советов.
Когда Ясмин хочет покинуть ресторан, Харун не отпускает ее, потому что она голодна с утра. Все выстраиваются в очередь, чтобы сделать подарок Дилану, и сначала господин Кудрет преподносит куклу голубя, которую он сделал своими руками для внука. После этого он дарит Дилану комплект ожерелий. Госпожа Сабиха ставит детскую фотографию Дилана в рамку и передает ему. Дилан очень взволнован, когда видит это фото. Госпожа Азади купила Дилану браслет и носит его на запястье. Госпожа Кадер связала малышу жилетку и дарит ему. Гюль и Ферат купили книгу для мамы и ребенка, сказав: «Это от нас». Настала очередь Хасана, и атмосфера немного накалена. Пока Дилан открывала подаренную ей коробку, крышка внезапно отлетела, и из нее выскочила игрушка, и Дилан очень испугалась. Хасан говорит, что хотел добавить немного юмора в этот вечер, но баран злится, забирает его из рук Дилана и откладывает в сторону. Джихан говорит: «Это мой подарок. Я запланировал двухдневный отпуск в летнем доме, где я смогу провести его с Фератом, Гулем, моим братом и Бенилем». Джевдет, с другой стороны, купил книжку-раскраску для своего племянника, которую Дилан хотел в детстве, но Ханифе не позволила. Дядя Ахмед дает ее мне, говоря: «Это моя прикроватная книжка». Всякий раз, когда мне становится скучно или разбито сердце, я открываю ее и перечитываю снова и снова. Пусть она направляет меня, моя дочь. Когда наступает очередь барана, он передает Дилану документ, подтверждающий право собственности. Когда он объясняет, что это новое место, где мы с нашим ребенком построим новую жизнь и пустим свои корни, Дилан благодарит его и обнимает. Тем временем Хасан уходит, говоря: «Пусть ваш документ о праве собственности будет испорчен, и я не нарушу ваш покой». Дилан наконец произносит благодарственную речь и заканчивает ее словами: «Я рад, что ты у меня есть». Пока Сельма готовит еду, она не знает, что Ясмин осталась, и думает, что это была отличная работа. Наконец-то мы пообедаем наедине с Харуном. Хасан находит, куда положить письмо Джавахира, кладет его и говорит: «Давайте устроим беспорядок», выходя из кабинета. Когда Сельма видит на столе третью тарелку, она спрашивает, для кого она, когда приходит Ясмин. Затем, когда я спрашиваю Ясмин: «Разве ты не собиралась идти?» Харун говорит: «Он собирался, и я остановил его», и Сельма очень расстраивается. Дилан и Беран идут в свои комнаты. Когда Дилан отказывается отложить книжку-раскраску, которую ему подарил Джевдет, баран спрашивает, имеет ли она большое значение, и Дилан начинает объяснять. «Я увидела ее с братом в канцелярском магазине после школы, и она мне понравилась, но мы не смогли ее купить, потому что у нас не было денег. Позже мой брат продавал воду на рынке и покупал ее для меня. Потом, пока я собирался нарисовать его, госпожа Ханифе увидела это и забрала у меня, сказав: «Займись учебой». После этого мне стало очень плохо, и я думала, что он разорвет его и выбросит, но мой брат взял его и спрятал, сказав, что это удача нашего малыша». Тем временем Беран передает шкатулку с драгоценностями и дает ему ожерелье, которое он создал для Дилана. Надев его на шею баран Дилан, он говорит, что сохранит это ожерелье до конца своей жизни, и кладет голову ей на плечо. Ясмин говорит, что еда Сельмы вкусная, и просит Харуна подтвердить. Пока Ферат и Гуль рассказывают в своей комнате о том, какой это был чудесный праздник, они говорят, что подарок Джихана был лучшим. Ферат: «Впервые в жизни я почувствовала себя семьей. Говорят, когда в будущем у нас появятся дети, мы будем полноценной семьей». Ферат обещает Гулю, что наши дети не вырастут побежденными и одинокими, как мы чувствуем. Ясмин говорит, что Сельма заваривает очень хороший чай, заставляет ее заваривать чай и, хваля ее, Сельма говорит: «Пейте его». Сельма смущается, когда Харун хвастается, что на твоих 10 пальцах 10 навыков. Когда Беран и Дилан просыпаются утром, Беран удивляется, глядя на свою голову, а когда он шутит о том, не посидел ли он за ночь, Дилан злится и бьет себя подушкой по голове. Беран улыбается и обнимает Дилана. Когда Гули радуется празднику,
Ферат смеется над ней и злит Гуля. Цеврии и Джевдет рассказывают о том, как хорошо прошел день рождения Дилана. Затем, когда они говорят, что Дилан и Баран придут в ресторан, Харун и Ясмин говорят о том, чтобы составить для них специальное меню. Тем временем, когда приходит Сельма, Ясмин входит и говорит, что у нее есть работа на кухне. Пока Дилан и Баран видят, что они не пришли на завтрак, и говорят, что никто не пришел, приходит господин Кудрет и сообщает Барану, что Джавахир пытается с вами связаться. Баран очень злится и говорит, что не хочет больше слышать свое имя. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.